Здравствуйте, меня зовут Стяжкина Софья. Расскажу немного о себе. Я сейчас на данном этапе своей жизни нахожусь в студенческом медиа-центре и активно занимаюсь радио. Мечтаю о том, чтобы пройти какой-нибудь супер крутой мастер-класс по ораторскому искусству и поставить себе голос. Мой родной город — это Пермь, здесь я родилась, здесь я выросла. Немного хочу сказать про место, любимое в этом городе. Это, конечно же, наш Пермский театр-театр. Я всегда восхищалась игрой актеров, тем более в своем родном городе. Еще меня привлекают постановки, которые, допустим, ставят в этом городе. Вот из культурных мест, пожалуй, все. Ну, я бы, наверное, выделила нашу набережную, либо же небольшой сквер, который находится возле театра, потому что мне очень нравится, в принципе, наш город, мне нравится именно центр. Набережная просто потому, что это достаточно живописное место, там у нас протекает река Кама, и просто можно приятно погулять и насладиться временем. Так как я коми-пермячка по национальности, я больше, немного точнее знаю сленг коми-пермяцкий. То есть все оттуда идет, по моему мнению. Вот пару слов буквально я знаю. Это, например, пукшищойны, это иди кушать, это самое главное, я считаю, этой жизни. Знаю плохая погода, как бы словосочетание, сичманс погодье. И если говорить про блюдо, то знаю словосочетание «тупещ». Это означает, сейчас я расскажу вам, у нас в семье есть такая традиция: по значимым датам мы готовим все вместе шанги, но система приготовления не меняется, меняется только начинка. Если же все привыкли класть, допустим, шанги — это картофель, творог, то тут немножко заменяются ингредиенты. Заранее замачивается крупа в сметане пшённой или ячневой и, собственно, кладется в тесто, и все это запекается дело. Вот, собственно, тупещ — это и будет коми-пермяцкие шанги. Сама готовила эти шанги? Да, да. Ничего сложного в этом нет, абсолютно. На самом деле у меня бабушка с дедушкой, получается, полностью коми-пермяки, и их родители полностью коми-пермяки. Вот, конечно, не так часто, как хотелось бы, но мы ездим иногда на родину. Это коми-пермяцкий округ, это Кудымкар, там есть село Березовка, собственно, там у меня проживают некоторые еще родственники. И как таковых традиций у нас нету, прямо чтобы мы соблюдали каждый день еще что-то, но когда мы приезжаем в то место, видно, что там эти традиции чтят, там о них помнят. Допустим, рассказываю случай. Прошлым летом, год назад, мы ездили как раз-таки на родину туда, и мне очень понравилась такая традиция, что после дня тяжелого родственники все собираются. У нас был огромный классный костер, в котором мы грелись. Мы были на природе, и почти каждый день там поют коми-пермяцкие песни под вечер. Именно вечером, то есть после тяжелого дня, чтобы как-то расслабиться. Вся семья почти что, понятное дело, кто хочет, по желанию, собираются и поют коми-пермяцкие песни. На самом деле в этом есть что-то такое необычное, зазывающее, убаюкивающее, потому что я даже, когда вот мы ездили, я даже сняла на свою видеокамеру и до сих пор иногда пересматриваю эти ролики. Сама поешь коми-пермяцкие песни? Нет, я вообще не говорю на коми-пермяцком языке, то есть чтобы свободно общаться, к сожалению, нет. Но у меня мама немного знает коми-пермяцкий язык, а бабушка с дедушкой очень хорошо его знают и говорят между собой. Иногда это очень интересный процесс, точнее, очень интересно наблюдать за этим процессом, как они общаются друг с другом, что шушукиваются, говорят. Это на самом деле ты сидишь, и это очень интересно слушать, хоть ты ничего не понимаешь, но коми-пермяцкий язык все равно немного похож на русский. И некоторые слова ты выцепляешь, немножко понимаешь смысл в общем контексте. Сейчас коми-пермяцкий округ — это больше, грубо скажу, деревня, поэтому там особо мероприятий таких масштабных не проводится. Но знаю, что именно в окрестностях коми-пермяцкого округа очень развито театральное мастерство, сцена, вот именно народничество какое-то, то есть выступления в народных костюмах. Потому что, как я уже сказала ранее, у меня оттуда родственники до сих пор там живут, и иногда в социальных сетях я вижу, что проводится какое-то мероприятие, и ты видишь своих родственников вот в этих костюмах, и для них это обычно, то есть привычное, что ли, дело. Здесь произошло мое самое главное открытие — это жизнь, на самом деле. Здесь я родилась, я люблю свой город, и буду любить его, наверное, до конца, даже если в будущем
так получится, что я перееду в другой город, все равно мои дети будут знать историю, собственно, Перми, историю Пермяцкого округа, потому что там мои предки, там мои родственники. В Перми очень популярное блюдо — это посекунчики. На самом деле я не особо их люблю, я не их фанат, но иногда, пару раз, у меня мама их приготовила, именно домашнее приготовление, они очень вкусные. Но так, чтобы в каком-то кафе, заведении, ресторане я их не пробовала и не знаю, как готовят в других местах. Здесь, я уже сказала ранее, состою в студенческом медиа-центре, создаю звучание, как написано у меня в статусе на социальной страничке. Я не занимаюсь деятельностью, которая связана с моим народом, абсолютно, но я стараюсь больше ставить цели, касающиеся карьерного роста. Возможно, когда-нибудь я создам какой-нибудь проект, касающийся тоже этносов или же моей культуры, но на данном этапе я никак в этом не развиваюсь. Недавно у нас есть традиция, мы когда ездим в деревню, там есть огромная гора, и мы с ней просто катаемся на санках. Возможно, это есть везде, но для меня это дом. Я мечтаю быть успешным человеком, счастливым человеком, самое главное, потому что счастливый человек, успешный человек сможет вырасти в чем-то, сделать что-то масштабное для социума, в принципе. Это самое главное для меня — быть полезной кому-то, в хорошем смысле, конечно же. Вот. Вообще каждый народ, я считаю, это как некий пазлик вот в этой целостной картине нашего мира, нашей страны, нашего города в том числе. И по мне, вот если, допустим, даже не будет одного пазлика, то не получится общей картины. Будет пусто, будет неинтересно, не получится вот этой красивой картинки. И для меня самое главное, чтобы народы, допустим, взаимодействовали как-то друг с другом, общались, потому что они при помощи общения могут перенимать друг друга какие-то традиции те же самые, привычки какие-то. То есть они будут знакомиться с традициями друг друга и привносить это в свой народ. Конечно же, в позитивном, хорошем ключе. Когда мне предложили принять участие, я сказала об этом бабушке с дедушкой. Потому что для меня вот они показатель как раз-таки вот этих сохранения каких-то традиций, устоев и так далее. Я считаю, в каждой семье важно чтить традиции, потому что так передаются семейные ценности нашим детям, нашим предкам. Если бы на одном поколении условно мы завершали вот эти традиции, забывали о них, то мы бы не знали, кто мы вообще такие. Вообще, почему я такой, почему у меня такая внешность, такие повадки, даже говор пермский, он другой. И я считаю, что, безусловно, важно чтить традиции, помнить об этом, потому что это продолжение нашей семьи.